Здравствуйте, меня зовут Кирилл Мартынов. Это снова ужасные новости. Главная новость этой недели – это оставление российскими войсками города Херсон, единственного областного центра, который удалось взять в ходе этой войны, единственного украинского областного центра, который пробыл в составе, в кавычках, Российской Федерации в течение целых 41 дня. И мы много слышали за эти дни о том, что Россия пришла в Херсон навсегда, вместе навеки и так далее. Сейчас мы видим вот эту очень помпезную сцену, когда генерал Суровикин, наш любимец, докладывает господину Шойгу о том, что обстановка на фронте такова, что российская армия должна из Херсона немедленно выйти. Товарищ министр обороны, всесторонне оценив сложившуюся ситуацию, предлагается занять оборону по левому берегу реки Днепр. Понимаю, что это очень непростое решение. Сама по себе эта история, она предельно варварская, как и вся эта война. Идея о том, что, знаете, какие-то войска там форсируют Днепр или выходят, наоборот, отступают за Днепр, она, конечно, является полностью таким косплеем Второй мировой. Наверное, российская армия, российские военачальники все еще считают, что это именно они, условная Красная Армия, которая, значит, бьется с какими-то нацистами. Но на самом деле мы видим, что люди, которые защищают свою землю, свои города, это как раз украинцы. Украинцы ни на кого в этой войне не нападали. И вот эта вот идея о том, что кто-то отступает за Днепр, вызывает у меня самые странные, знаете, ассоциации. Кажется, мы знаем, как звали человека, который в последний раз отступал за Днепр, предварительно введя туда свои войска. Берега были другие, направления отступления были разные, но смысл кажется очень похожий. И больше всего в этом контексте, конечно, печально смотреть и тяжело наблюдать за тем, что происходит с мирными жителями Херсона и других украинских городов, которых сначала оккупировали, депортировали, фильтровали, отправляли в какие-то чудовищные условия. Они жили без воды, света, без нормальной человеческой какой-то власти, которую они выбирали. А потом российская армия сбежала. И, собственно говоря, уходя из города, российская армия решила, продолжая косплеить Вторую мировую войну, как бы взорвать еще несколько гражданских объектов. Это, конечно, страшное преступление. И в целом, в контексте войны, вот эта конкретная ситуация Херсона, эта история невероятно чудовищная. Можете себе представить, что было бы, если бы ваши близкие, вы сами, ваша семья оказались бы на территориях, где происходят подобные вещи, где мирные жители для российской армии, для Владимира Путина являются просто разменной монетой в его каких-то великих геополитических фантазиях. Я надеюсь, что Херсон будет свободным городом и будет находиться в составе того государства, в котором он есть и был по международному праву, общепризнанным законам, то есть в составе Украины. Но посмотрим, как будет это все происходить. Было торжественное подписание в Кремле, значит, вот этого воссоединения якобы Херсона и других украинских территорий с Российской Федерацией. Подписывал это все такой Владимир Сальдо. И мне вот очень нравится видео, как теперь Владимир Сальдо мог бы подписать, этот коллаборант, как он мог бы подписать экстренный выход Херсона из состава Российской Федерации. Пока мы монтировали это видео, приходило все больше и больше кадров того, как украинцы встречают свою армию, которая освобождает Херсон. Эти кадры удивительным образом напоминают сцены из Второй мировой войны, когда города освобождали от нацистов. И тот же Херсон освобождали, мне кажется, примерно таким же образом. Люди собираются на центральных площадях города, сканируют, поздравляют вооруженные силы Украины, встречают движение автомобилей вдоль улиц Херсона. Срежиссировать это невозможно отправить такое количество людей, поддерживать то, что они на самом деле поддерживать не хотели. Мне представляется, что сцены освобожденного Херсона нанесли, возможно, самый главный удар по перспективам Российской Федерации в этой войне. У Путина нет поддержки украинцев, даже в тех регионах, которые традиционно считались как бы пророссийскими или наполовину пророссийскими.
такой поддержки нету. Оккупация несет с собой несчастье, смерть, бесправие, резкое ухудшение уровня жизни, отсутствие безопасности для людей, для семей каждого человека. И все это на своем опыте видели жители Херсона, которые в самом начале войны протестовали против российской оккупации и которые дождались освобождения. Скорее всего, и моральный дух российской армии, если вообще о нем еще можно говорить, и состояние, такая политическая поддержка российского диктатора Владимира Путина вокруг него, в его окружении с освобождением Херсона резко пойдут вниз. Мы скоро увидим, будет ли какой-то большой политический кризис в самой России из-за этого, потому что многие вот пытаются заявить, люди таких ультрапатриотических как бы взглядов в России, что это ужасное предательство, значит, и нужно искать виновного в этом, а вовсе это никакой не хитрый политический шаг. Мы скоро увидим, как это скажется на российском режиме, но мне представляется, после кадров освобожденного Херсона, ясно, что Российская Федерация эту войну против Украины выиграть не может. Нету, что называется, социальной опоры у населения, и никто не понимает, зачем эта война ведется. Злые языки говорят, что теперь производители географических карт совсем находятся в некотором раздрае, в панике, потому что они не знают, где проходит граница Российской Федерации. Теперь все стало еще более запутанно, чем было даже в последние месяцы. И вот есть, например, такое наблюдение. За поддержку сдачи Херсона сажать будут по статье 280.1, дают 4 года тюрьмы за сепаратизм. А за осуждение сдачи Херсона будут судить по статье 280.3, то есть дискредитация вооруженных сил Российской Федерации. То есть, если вы осуждаете сдачу Херсона, то, соответственно, вас будут сажать по одной части статьи. Если вы поддерживаете сдачу Херсона, вас в России посадят по другой части статьи. Значит, если вы ждете, что я сейчас вам объясню свое отношение к этому, то я вам ничего не скажу. Это так называемый фирменный хаос, который сеет Владимир Путин в качестве главного наследия своей политической карьеры. Жители Херсона прочувствовали этот хаос как никто другой. У нас вышла по поводу ситуации с составлением Херсона, у нас вышла примечательная заметка Юлии Латыниной, в которой она рассказывает про то, как сдача Херсона резко понижает популярность в очередной раз Владимира Путина как военного лидера, геостратега, прости господи. И с другой стороны, как та же самая ситуация ведет к усилению позиций Евгения Пригожина, который пока все еще притворяется таким верным слугой Владимира Путина, его президента, но все может очень быстро поменяться. Вот эта история про то, что как бы вы ни относились к Херсону, к его сдаче, все равно вас посадят, она очень больно отозвалась в сердцах так называемых военкоров, по сути, людей, которые работают на Евгения Пригожина и пишут в Телеграм. Большинство из так называемых патриотических военкоров — это просто люди, которые сидят на зарплате у того же самого ЧВК Вагнера, ну и которые, в общем, описывают их боевые подвиги. И вот они теперь в шоке, понимаете, они расстроены, потому что, что бы они ни написали про Херсон, это все равно некое уголовное преступление или, по крайней мере, покушение на такое преступление в составе нынешней Российской Федерации. Так бывает, когда вы годами, и особенно в течение последнего 2022 года, делаете много безумных взаимопротиворечивых законов, которые наказывают российских граждан буквально за все. Бедные военкоры, как мне вас жаль. Больнее всего эта ситуация с военными поражениями российской армии бьет по Владимиру Рудольфовичу Соловьеву, нашему любимцу, безусловно. Вот посмотрите, он говорит, что невиданный либерализм все-таки происходит сейчас в стране. Каждый может писать все, что он думает, пока его не посадили, конечно. Все говорят любую ерунду, все критикуют всех. И до сих пор ни одного виновного во всем этом не расстреляли. Владимир Рудольфович очень страдает по этому поводу. Слишком много сволочей врали. Снизу доверху врали. О том, что у них на складах
о том, в какие техническом состоянии содержится техника, о том, сколько бойцов на линии фронта. И ни одного расстрелянного нет. Ни одного гаденыша за ухо не взяли. Ни один с собой не покончил. Ни один даже рапорт не написал. На тот момент, когда мы записываем это видео, Владимир Путин никак не прокомментировал эту позорную ситуацию с оставлением Херсона. Судя по всему, у него совершенно другие проблемы. Он ездит по каким-то конференциям, рассказывает какие-то патриотические речи, встречается до бесконечности с молодежью. В тот момент, когда, понимаете, патриотические телеграм-каналы воют, да, как бы сходят с ума и требуют какой-то справедливости и понимания, что же, черт побери, происходит, наш верховный главнокомандующий посвятил себя совершенно другим вопросам. Зато мы посмотрели на генерала Суровикина, на Шойгу и на господина Пригожина, к которым добавился еще и господин Кадыров. И у некоторых наблюдателей начинает складываться впечатление, что именно эти люди примерно, за исключением Шойгу, разве что именно они и управляют страной в то время, когда формально избранный президент Российской Федерации, кем-то избранный, как говорят, занимается совсем другими делами, ублажает свое эго. Вот вы знаете, я читаю финский журнал, на котором на обложке, как вы видели, такие замечательные, добрые русские люди изображены, всем знакомые. И финская пресса опять клевещет, утверждая, что 75% из вас смотрит ужасные новости и даже делает это регулярно, но не подписывается на канал «Новой газеты Европа». Это очень плохо, и хочу вам сказать, что нам совсем немного осталось до 100 тысяч подписчиков, с учетом того, что мы начали делать этот канал примерно 7 месяцев назад с нуля. Мне кажется, что цифры достойные. И если вам нравится то, что мы делаем, и тем более вы смотрите ужасные новости, вам бы стоило не только лайк поставить под этим видео, и не только комментарий нам написать, мы все это ценим, но и подписаться, черт побери, на ужасные новости. Попутно по странному стечению обстоятельств погиб еще один наш постоянный герой последних недель, Кирилл Стремоусов. Местные оккупационные власти заявили, что Стремоусов вдруг вот случайно именно в тот день, когда было принято решение о том, что российская армия выходит из Херсона, погиб в ДТП. Ну так бывает, знаете, много передвигался, ездил туда-сюда на большой скорости. И вот погиб, большая удача, ровно в тот момент, когда все эти трагические события происходят. Стремоусов еще недавно нам рассказывал, как хорошо ехать на танке мимо Сиднея, а теперь его, кажется, уже нет в живых, по крайней мере, по данным российской оккупационной страны. Еще хочу добавить про Кирилла Стремоусова. Если вспомнить всех героев русского мира, начиная с 2014 года, то они как-то почему-то имеют склонность очень трагически умирать. Вот про некоторых из них, вроде, значит, Арсения Павлова, который также известен как моторолог, говорили, что его убили какие-то СБУшники, украинские диверсанты, всякое такое. Но вообще, если посмотреть статистику, вот если взять лидеров русского мира, то у них есть такая тенденция к тому, что они в ДТП умирают, пожалуй, больше, чем любая другая категория населения в мире. Если смотреть статистику ДТП, то, судя по всему, самым гибнущими в ДТП категории людей будут герои русского мира. Типа какого-нибудь Мозгового, если кто-то помнит вообще, что это за человек. Вот сейчас у нас очень вовремя погиб господин Стремоусов. В интернете ходят видео, где этот глубоко патриотический человек ездит на машине с вырванными ремнями безопасности. Возможно, у него там еще есть заглушка, знаете, «Спаси и сохрани». Говорят, что есть такой популярный товар на российских маркетплейсах, когда ты вместо ремня безопасности можешь в машине вставить, собственно говоря, одну только вот его финальную эту металлическую часть, заглушку, и на ней будет такая картинка «Спаси и сохрани». С одной стороны, все эти люди глубоко необразованные фаталисты. С другой стороны, мне кажется, знаете, надо быть, все-таки это какая-то большая удача для российских властей, что если вдруг у них случился какой-то минимальный конфликт с этим великим спикером в день вывода российских войск из Херсона, он в этот же день и погиб в ДТП. Выводы, конечно, очевидные. Надо по возможности держаться подальше от героев русского мира, потому что они и сами гибнут, и для всех остальных людей вокруг себя, включая мирных жителей, представляют большую опасность.
Параллельно происходят очень увлекательные события в контексте российской оппозиции. Мы, может быть, и не стали бы про них рассказывать в ужасных новостях, но так получилось, что мы на эти события отправили нашего дорогого друга и коллегу Илью Азара, и он написал такой типичный азаровский текст про то, как в пригороде Варшавы собрались сторонники Ильи Пономарева для того, чтобы провозгласить Илью Пономарева и самих себя легитимными представителями российской оппозиции, которые с оружием в руках собираются бороться против путинского режима. Вообще, конечно, ситуация у нас не очень веселая, и радоваться тут особенно нечему, иронизировать не над чем. Но вот почитайте текст Азара, который называется «Гонцы русской революции», вполне, мне кажется, умеренно, о том, как проходил этот съезд так называемых народных депутатов, кто там именно был представлен, и как шли дебаты, и к чему коллеги пришли. Есть некоторая проблема, да, если серьезно говорить, у белорусов. Мы знаем, что 2 года назад украинская оппозиция выиграла выборы у Александра Лукашенко, и что реальным президентом Беларуси, если бы это были бы демократические выборы, являлась бы Светлана Тихановская. Тихановская может в этом контексте, как человек, который участвовал в выборах и по честным подсчетам в них победил, она может, в принципе, всем рассказывать, что она-то и есть как раз легитимное такое правительство в изгнании, которое представляет всех белорусов, которые не согласны с политикой Лукашенко. У нас выборов, похожих на те, что были в Минске 2 года назад, всего давно уже не было. Никого из представителей оппозиции реальных на эти выборы не допускали, или практически никого, или, по крайней мере, они не могли там ничего убедительного набрать. Алексей Навальный находится в тюрьме, и вот на этом фоне, да, у нас возникают такие проекты, как Пономаревский съезд народных депутатов. Как к нему относиться? Все-таки можно уважать Пономарева за такую попытку, но тем не менее, как к нему относиться, как относиться к идее о том, что кто-то может провозгласить себя нашим с вами представителем, людей, которые войну не любят, это уже вам решать. Прочитайте текст Ильи Азара, мне кажется, там есть много увлекательных деталей. В самое ближайшее время в Индонезии пройдет саммит Большой Двадцатки. Это такой расширенный международный формат. Помимо всем известной Большой Семерки, есть еще Большая Двадцатка, куда помимо самых развитых экономик мира входят и развивающиеся страны, многие из них. На этот саммит приглашен Владимир Путин, и, кажется, власти Индонезии пытались использовать эту площадку для того, чтобы, так или иначе, сделать шаг к тому, чтобы между Россией и Украины начались переговоры. По всему миру люди, в принципе, тем более политики по всему миру, хотят, чтобы этой войны, конечно, не было. Никому она не нужна. И даже вот в Индонезии, это, кстати, очень крупная страна в Южной Азии, хотя как бы так вот многие об этом существовании этого государства как единого целого в России, мне кажется, не задумываются. Это крупнейшая по числу населений мусульманская страна в мире. Так вот, даже власти Индонезии хотели бы, чтобы все-таки были скорее мирные переговоры, чем попытка устроить Третью мировую, начиная с Европы. И, соответственно, шли многочисленные консультации о том, могут ли Путин и Зеленский каким-то образом встретиться в Индонезии в ходе этого саммита. Понятно уже, что встречи не будет. Вместо Путина на двадцатку поедет Лавров. А Зеленский, судя по всему, будет участвовать в этом мероприятии в онлайн-формате, потому что он не выезжает из Киева, он остается своей воюющей страной в течение всего времени, начиная с начала войны. Поэтому, наверное, никакого прорыва здесь не случится. Но Зеленский перед этим, кстати, уже сказал, что если Путин приедет, то его там точно не будет, возможно, ни в каком формате. Примерно такое отношение к властям Российской Федерации сейчас у наших воюющих соседей. Вполне понятно почему. Да, это официальная украинская позиция, которая заключается в том, что с Россией договариваться о чем-то можно, с президентом Путиным уже ни о чем нельзя. Попробуйте найти себе другого президента, если вы хотите, чтобы был мир, да, и какие-то справедливые условия этого мира для всех. Для меня лично интересно, что на G20 до сих пор Россию зовут, и предполагается, что вот есть какой-то большой остальной мир за пределами войны, который все-таки ждет того, что Россия как-то очнется и придет в норму, и что с ней опять можно будет вести переговоры, торговать, заниматься какой-то обычной
нормальной жизнью, есть еще, мне кажется, по этому поводу какие-то иллюзии. Не то чтобы кто-то любил Путина, но, по крайней мере, от относительно большой, крупной российской экономики чего-то ждут, какой-то нормализации, да, и какого-то совместного мирного будущего. Кажется, что это уже невозможно после всего того, что случилось в этом году при нынешнем российском правительстве. Но вот если вы живете в Индонезии, то у вас могут быть другие взгляды на проблему. Моя любимая новость культуры на этой неделе заключается в том, что в Калуге во время спектакля актеры в форме с украинской символикой, в форме ВСУ предполагаемой, инсценировали захват зрительского зала. После этого эти негодяи, то есть актеры, вывели нескольких человек на сцену и расстреляли. Спектакль назывался «Вежливые люди». Авторы этого шедевра задались целью погрузить зрителей в атмосферу, которую испытывали жители Донбасса все 8 лет. К вопросу о том, чем вы занимались все 8 лет. А также показать им сущность врага, с которым воюет Россия. Это, конечно, история про то, что, знаете, вот мы уже часто вспоминаем современных деятелей патриотической культуры в Российской Федерации. Те люди, которые готовы целиком посвятить себя вот такому жанру, то есть оправданию войны, они постепенно, ну, конечно, у них запускается такой отрицательный отбор, и постепенно все эти формы культуры, они становятся все более такими, я бы сказал, даже декадентскими, все более человеконенавистническими, разрушительными и для зрителей, и для участников этого действия. И даже на этом фоне я все равно не понимаю, кто те гении, кому пришло в голову устроить спектакль, в котором какие-то люди в форме захватывают заложников в зрительном зале. Мы живем в стране, в которой уже был Норд-Ост, и в котором, да, и там многие люди потом в результате погибли, это было действительно большое горе. Так вот, захватывать зрителей во время спектакля в театре кажется, в общем, в целом не очень хорошей идеей, даже если это те зрители, которые добровольно решили, а может быть принудительно решили, такое тоже у нас бывает, идти на спектакль под названием «Вежливые люди» через ВИ, для того, чтобы пока посмотреть на украинские зверства. Украинцы такого вроде бы не делали, да, но тем не менее российские вот постановщики подобных шоу, они считают, что в принципе они действуют совершенно в своем праве, и что именно так выглядит эта война. Это как будто бы Украина берет россиян в заложники, а вовсе не Владимир Путин вторгся в Украину. Замечательная новость, я просто процитирую заголовок, и мне кажется, все понятно. Советник президента Российской Федерации по правам человека и, собственно говоря, председатель Совета по правам человека при президенте Российской Федерации Валерий Фадеев, в каком-то смысле слова в прошлом наш коллега, многолетний главный редактор журнала «Эксперт», открыл в Томске обновленный музей «Следственная тюрьма НКВД». Мне кажется, очень важно, чтобы такие люди, как председатели Совета по правам человека при президенте Российской Федерации, регулярно обновляли свои скиллы, свои компетенции, обменивались опытом с теми, почему-то хотел сказать, настоятелями, ну то есть смотрителями музея, которые понимают, как были устроены следственные тюрьмы НКВД и как можно, в общем, это знание передавать следующим поколениям и пускать в дело. Фадеев уже в течение всей войны славится высказываниями о том, что, в общем, согласно которым, да, самое главное право человека — это, по сути, умереть за государство, желательно безымянным, где-нибудь сгнить в могилке. Вот, собственно говоря, такие музеи, такие права человека — это то, что нужно нашей Родине. Ну, в то время как, значит, господин Фадеев занят вот такими похождениями, народ наш тоже не дремлет. И в Омске, который многие путают с Томском, кто там ни разу не бывал, в Западной Сибири, в моей родине, кстати, в Омске сломали бюст господину, то есть товарищу Дзержинскому, Феликсу Эдмундовичу. Виновного пока не нашли. Видимо, это какие-то, значит, вот люди, которые не совсем еще готовы оказаться в следственной тюрьме НКВД или хотя бы в музее по поводу этой следственной тюрьмы. Вот такими ужасными, противоправными и антигосударственными делами люди занимаются в Омске. Тем более, что, как мы знаем, именно Феликс Эдмундович — это главный символ российских спецслужб, основатель,
как они считают, даже современного российского ФСБ, и до сих пор у нас в кабинетах следователей ФСБ висит именно его портрет. Кажется, не все наши соотечественники искренне любят спецслужбы и лично товарища Дзержинского. Еще про культуру. У нас, наверное, сегодня обойдется без образования, но зато культуры много. В Москве суд решил депортировать тиктокера Никоглая из Российской Федерации. Никоглай — гражданин Молдовы. Суд признал блогера виновным в нарушении правил въезда в Россию и назначил ему штраф в размере 5000 рублей. Ранее Никоглай опубликовал в ТикТоке пародию на видео с российским солдатом 138-й мотострелковой отдельной бригады, который лежал в окопе и голыми руками отбрасывал летевшие на него гранаты. Скажется, с беспилотников, насколько я помню. Вот, понимаете, такой непатриотический тиктокер Никоглай из Молдовы приехал к нам в Россию записывать непатриотические тиктоки о том, что русский солдат не может голыми руками отбрасывать гранаты с украинских беспилотников, что является очевидной ложью, дискредитацией вооруженных сил Российской Федерации и точно поводом для депортации по возможности всех из Российской Федерации. Будь как блогер Никоглай. Сейчас я действительно понимаю то, какую большую ошибку я совершил. Я каюсь, мне очень стыдно. Я думаю, если бы я был на месте того солдата в окопе, то я не выжил бы. Я чувствую себя как животное. Простите меня, пожалуйста, если это только возможно. До встречи на следующей неделе.